Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Коня на скаку остановит и всаднику морду набьет, в горящую избу загонит, водою потом обольет, Мазая научит охоте, Герасим услышит Муму, Каренину жизни научит, Ростову пошлет на войну, кота с лукоморья прогонит, русалку помирит Садко. Есть женщины в русских селеньях, и с ней не сравнится никто. Вот такие мы женщины. Ну просто девочки, и думаю, что во всем мире девочки такие. Мы можем все. Даже из самых маленьких кусочков ткани можем красоту сделать необыкновенную. Квадратики нам нужны 10 на 10 сантиметров. Собирать блок очень легко. Основа – яркий желтый квадратик. А цветные квадратики складываем по диагонали и укладываем их поверх желтого. Уголочки переплетаем между собой. Края закалываем булавочками. Вот и вся премудрость. Для моей задумки достаточно 9 таких блоков. Поэтому 9 квадратиков желтых и 36 цветных. Все заготовки надо прошить по периметру. Шов делаем на расстоянии 5 мм от края. Получаются конвертики с секретиком внутри. Сами видите, заготовки получились достаточно толстенькие и плотные. Для их соединения воспользуемся хитрым способом. Разложим в нужном порядке и приклеим на клеевой флизелин. Детали уложим на гладильную поверхность изнаночной стороной наверх. Закроем куском клеевого флизелина, потом влажной марлей и зафиксируем горячим утюгом с паром. Обратите внимание, клеевые материалы бывают разные. У меня в работе тот, который клеится именно горячим паром. Как работать? Поставили утюг и держим несколько секунд. Потом аккуратно переставим в другое место. Так обрабатываем всю поверхность. Работайте осторожно, чтобы не обжечься горячим паром. Дожидаемся полного остывания и только тогда убираем марлю и переворачиваем заготовку. Для дальнейшей работы нам понадобится бейка. Просто прямая полоска ткани шириной 3 сантиметра. Мы подгибаем к середине обе ее длинных стороны. Потом сгибы прижимаем булавочками к основе мини-гладильной доске. Расстояние между булавками 15-20 сантиметров. Устанавливаем утюг на эту бейку. Так мы фиксируем сгибы и протягиваем под горячим утюгом всю ее длину. Все у нас замечательно получается, и не надо покупать никаких дополнительных приспособлений. А дальше все просто. Готовой подогнутой бейкой закрываем открытые срезы и стыки швов. Швейная машинка у меня простая, бытовая. А для того, чтобы заготовка не деформировалась и лежала ровно на одной плоскости с игольной пластиной, воспользуемся приставным столиком. На канале есть видео о том, как его можно сделать самостоятельно. Бейку пришивать просто. Ровно ее укладываем и пришиваем с обеих сторон. Когда готова центральная часть,
Увеличим размер заготовки, обошьем ее со всех сторон полосками ткани шириной 8 сантиметров. Швов и соединений у нас получается много. Изнаночную сторону мы закроем куском вспомогательной ткани. И сразу все прошьем, простегаем. Тем самым мы дополнительно укрепим всю конструкцию. Я долго думала, что же из всего этого сделать, и решила, пусть это будет декоративная наволочка для диванной подушки. Готовим обратную сторону. Она будет состоять из двух частей: большого куска и дополнительного клапана. Большую часть мы простегиваем синтепоном и тканью для внутренней части. Размер такой же, как и лицевая часть подушки. А молнию будем вшивать самым простым способом. Сначала нижнюю часть молнии пришьем к сложенной вдвое полоске ткани шириной 10 сантиметров. Это легко. Дальше мы вторую большую деталь разворачиваем изнаночной стороной наверх и к ней будем пришивать вторую сторону молнии. Смотрите, как у нас должно получиться. Когда мы развернем и расправим отшитые детали, молния у нас окажется спрятанной в клапане. А чтобы этот клапан не раскрывался и не топорщился, проложим закрепляющую строчку. В результате у нас все прекрасно. Молния спрятана в складку, в клапан, ее не видно. Обе детали, и лицевой части, и обратной, складываем вместе и прошиваем по периметру. И остается только закрыть края бейкой. Конечно, можно прошить эту декоративную наволочку по-другому и все швы оставить внутри. Это уже на ваше усмотрение. Когда пришита бейка, вроде бы и все, но нет. Не зря же мы в основу ставили такую красивую яркую желтую ткань. Сейчас мы ей и займемся. В самом начале работы квадратики мы сгибали по диагонали. Сгибы получились эластичные, а сейчас мы эти сгибы немного расправим, растянем и отогнем. Эту складочку зафиксируем булавкой. И на наших блоках появляются яркие цветные окошки, как огоньки в домах по вечерам. Блоки становятся очень интересными, объемными, с эффектом 3D. А дальше эти сгибы надо зафиксировать. По всей подушке пройдемся утюгом с паром. И получилась у нас декоративная наволочка-пижамница. Внутри можно хранить принадлежности для сна. А можно внутрь просто поместить небольшую подушечку и радоваться новой красивой диванной подушке. Недавно одна взыскательная дама задала вопрос: «Ну и куда это все?» Странная женщина. Это все для того, чтобы просто пользоваться, смотреть и любоваться. А вообще, конечно, открою вам небольшой секрет, почему мне захотелось сшить декоративную подушку со множеством кармашков. Недавно давала интервью телевидению, и оператор заинтересовал коврик с объемными деталями. Спрашивал, можно ли там что-нибудь спрятать. А здесь замечательная декоративная подушка. И на ней сразу 9 тайных кармашков. Шить такую подушку в подарок для мужчины, пусть там делает заначки. А потом все эти заначки можно нечаянно найти. Ну, девочки дорогие мои, я дала вам идею. Шейте, творите, и у вас все получится гораздо лучше,
красивей и интересней, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!